После того, как прогулялся по деревне с мельницами, приехали сейчас в ближайший городок, называется Зандам. Что хочется сказать про мельницы? Оно, конечно, прикольно, но уж слишком они декоративные. Сегодня они уже потеряли свою актуальность. Сейчас есть другие методы вырабатывать энергию, есть центрифуги, есть турбины. Хотя основа тоже все равно работает на ветре. Ну, как я слышал в Амстердаме. Вся архитектура очень графичная, очень пестрая, вычурная, но выглядит как не настоящая, как будто это картонный симулятор. И вообще такое ощущение, что попадаешь в конструктор Лего. Вот, наконец-то встретил первого коренного жителя этого городка. Лего Феррари. Чтобы его собрать, нужно быть гением космических наук. 10 тысяч деталек разных. Говорят, что в Голландии самые высокие люди. Я думал, что попаду в страну великанию, и у меня выработается комплекс неполноценности или комплекс Наполеона. Но пока то ли из-за наплыва туристов, и хрен разберешь, где туристы, а где местные, как-то ощущаю себя относительно нормальным, средненьким. А еще тут очень много неформалов. Но это такие прилизанные, стерильные неформалы. Они хоть и одевают всякую панковскую атрибутику, рваные джинсы, косухи, но я не чувствую в них настоящего протеста. Это такой протест не в затяг, а больше просто как способ выделиться, мода. Я помню времена, когда за косуху можно было спокойно выхватить в торец. Или наоборот. Это был билет на тусовку какую-то. Тебя видели в косухе и приглашали затусить с ними. Сейчас произошло что-то, что мы не планировали, но то, что я на самом деле очень люблю. Мы немножко заблудились. Мы выехали из туристической зоны, хотели попасть в какой-то парк, в итоге проехали нашу станцию и пришлось выйти на бум, лишь бы где. Я, в принципе, подсознательно этого хотел. Где-то в Европе заблудиться и походить немножко по обычным районам, которые я сейчас хочу показать. И рассказать о тех впечатлениях, которые меня навеяли. Сразу хочу отметить то, что город сохраняет визуальное стилевое единство. Тут однородная цветовая гамма, все сделано с таким красным кирпичиком. Но отдельного внимания заслуживают палисадники. Вот они. У каждого входа в дом есть такой небольшой палисадничек. Они же еще служат как стоянки для велосипедов. И лучшее, что можно сделать, это озеленять фасады, когда переплетается природа и архитектура. Вот тут вот плюш пробивается по водосточной трубе и выглядит очень гармонично. Это так получается, когда благоустройством города занимаются те, кто это умеет и любят, а не старые пердуны, чьих вкусов мы не разделяем.
The last one is there. The last one? Yeah, there are 8. And there is some meaning behind it? Yes, this is the monument from the Olympic Stadium, which is in this part of the city. I think we noticed one. When Probably, yes. It's on the Olympic Stadium over, yeah. of 1928. And in 1928 was the first time that the Olympic fire was lit. So that's why there's the fire on top. Yeah. Then it's this super one cool. is the marathon runners. There's also one with a prothesis, with a blade, the blade runner. Because in every religion is a sign of hope, and also because we embrace the LGBTQ plus whatever you want to be, Yeah. everybody. And what is this area? It's not touristic area, as I understand, yeah? No, it's really a residential Because area. we stumbled here Good. by accident. Good. We just stumbled upon It's it. a and happy accident. we decided to stay here. Yeah, you do. Yeah. Because the center is full of tourists. They Yeah, have yeah. all the same stuff. Yesterday it's full. But the nice thing about Amsterdam, it's like many little villages all together. So here you have your own shops and your own people and your own Вдали от neighbors. туристической зоны такой размеренный ритм жизни. Люди как будто пребывают в анабиозе. Никто никуда не торопится. Да я и сам иду так медленно, как сонамбула. Но какой-то кайф в этом существует. Еще хочу заметить, что тут очень отзывчивые люди. Даже если где-то теряешься, рандомально подходишь к кому-то, спрашиваешь дорогу или какую-то информацию, и все прям с такой любовью с тобой делятся. И вообще не страшно потеряться. Foto maken. Yeah, thank you. Вот, кстати, подтверждение. Я просто включил камеру, и чувак так отзывчиво начал мне улыбаться, что-то говорить. Я не понял, что он сказал, но и это и не важно. Главную мысль, что я хотел донести, тут не страшно потеряться, потому что тебе всегда подскажут дорогу. И тот, кто ищет, тот всегда найдет то, что ищет. И если ты куда-то стучишь, то тебе откроют. Голландия — это просто мекка для психонавтов, для любителей расширить свое сознание при помощи психоактивных веществ. И, конечно же, галлюциногенные грибы — это один из самых знаменитых компонентов. Вообще тема грибов, даже не только галлюциногенных, а любых грибов, очень интересна. Грибы — это не фрукты, не овощи. Это отдельное царство или вселенная. Как это обычно бывает, неотъемлемая часть любого приключения — это небольшие обломчики. И сейчас обходными путями приехали в тропический музей, и он оказался закрыт. Хотя я вчера в интернете проверял, и мне написано, что он открыт целый день. А тут какая-то непонятка, и он закрыт. Мы потратили, наверное, часа полтора, чтобы добраться. Мы не с центра ехали, а вообще с другого места, с одного конца в другой. И он закрыт. В итоге вот только можем полюбоваться на само здание, оно тоже довольно впечатляет. Массивная, красивая, представляю, какая там красота внутри. Как я знаю, там и африканская тема, и всякие тропические растения. Блин, жалко, конечно, что мы туда не попадем, но раз уж мы приехали сюда, то будем изведывать территорию, может, наткнемся на что-то прикольное, чтобы не зря ехали.
Не успел я разочароваться, то, что не получится познакомиться с африканскими башками Вуду или Зулху, как тут на заднем дворе того самого тропического музея я встретил индуистских богов. Вот рядом со мной Генеш, и тут вот неподалеку мой любимый бог Шива, Шива Натараджи, если я не ошибаюсь. И тем самым это скрасило немножко мое расстройство, потому что никак не ожидал здесь увидеть индуистские и буддистские храмы. На протяжении истории общество, как известно, было пронизано метастазами расизма. Не то, что это исчезло сейчас, но тем не менее в Европе, в частности, и не только, пытаются, хоть и ретроспективно, но немножко заглаживать вину перед разными народами, которые еще помнят шрамы рабства. И вот тут вот изобразили таких вот африканских папу с мальчиком. И как раз только вчера читал статью, что где-то 60 лет назад закованных в цепях аборигенов привозили в живой людской зоопарк. И хотя архитекторы Амстердама допускают разные футуристические вольности в дизайне, они все-таки искусно вплетают элементы средневековья и грамотно обходятся с исходным материалом. И какая бы красивая архитектура здесь ни была, все-таки главная достопримечательность лично для меня — это каналы. И город буквально изрезан этими каналами, и оно выглядит как артерии города, как живой организм. Можно сопоставить город, олицетворить точнее. Учитывая, что это очень тяжелая задача строить города на воде, просто буквально приходилось отбивать, отвоевывать каждый метр у моря, осушать землю, строить дамбы. Но я заметил одну вещь, что когда что-то в жизни делаешь, неважно, будь это город или жизненная какая-то ситуация, но когда ты прилагаешь очень тяжелые усилия, в итоге получается хорошо. И это тому и подтверждение. Можно хоть месяцами изучать каждый домик отдельно, каждую его детальку. Их просто очень-очень много, и нужно реально разбираться в нюансах. Я не являюсь специалистом.